Немногие из современных игроков GTA 5 и GTA Online знают об этом факте, но выпустив в 2013 году игру, Rockstar Games сильно опередили время, внедрив всего одну деталь – роботизированную складную крышу автомобилей. И именно эта деталь и стала впоследствии визитной карточкой игры, которая привела в восторг не 1 миллион игроков. И чтобы своеобразно подчеркнуть свое нововведение, все автомобили с роботизированной крышей были внедрены в сюжетные миссии для того, чтобы игрок так или иначе мог прикоснуться к этому чуду. Было бы несправедливо не отметить, что конкуренты смогли внедрить эту возможность лишь спустя 7 лет. На момент выхода этого видео в GTA Online автомобилей с роботизированной крышей представлено 14, но на момент выхода игры их было всего 10. Ну а теперь об этом и о кое-чем еще немного поподробнее. И снова здрасте! Давненько не виделись. Это ли не повод поблагодарить всех преданных зрителей за то, что они по-прежнему смотрят приключения Роксанны, несмотря ни на что, и своим вниманием не дают каналу скатиться в бездну небытия. Низкий вам за это поклон. Особая благодарность и лучи добра всем тем, кто поддерживает канал своими бесценными донатиками. Они очень мотивируют в это нелегкое время. Ну а мы возвращаемся к нашим бегемотам. Знакомство с кабриолетами OB9F и Дюбачи Rapid GT Topless происходит в самой первой, после вступительных титров, миссии Франклин и Ламар. Владельцем автомобилей является неизвестный игроку персонаж, купивший их в кредит у дяди Семы и, по мнению дяди Семы, просрочивший платеж. Игроку, играющему за Франклина Клинтона, предлагается выбрать, какой из автомобилей он конфискует. Второй же автомобиль будет конфискован его напарником. Здесь же, в ходе демонстрации кат-сцены, будет выдана и подсказка о том, что игрок может управлять роботизированными крышами автомобилей и какую кнопку и при каких условиях для этого нужно нажать. Оба эти автомобиля можно приобрести на сайте автомагазина Legendary Motorsport по ценам 130 и 140 тысяч долларов соответственно. Hey, Jim. I'm going for a drink with... Dad? Shit! I mean our boat going down the Western Highway! It's been stolen! What? The yacht's been stolen? I was trying to sell it! I know you didn't want it sold, but... Знакомство с кабриолетом Юбимахт Sentinel происходит в миссии «Отец и сын». На данном автомобиле, который принадлежит жене Майкла, главным героям Майклу и Франклину предстоит преследовать украденную у Майкла яхту, где в ходе миссии, для того чтобы спасти сына Майкла Джимми, Франклину предстоит на ходу перепрыгнуть с капота машины на прицеп. Изначально по сюжету роботизированная крыша данного автомобиля не работает. Очевидно, эта деталь была продумана разработчиками для того, чтобы игрок не смог привести крышу в закрытое состояние до того, как Франклину предстоит сделать опасный прыжок на прицеп и вернуться обратно в автомобиль. Кроме того, в ходе спасательной операции автомобилем предстоит поймать повисшего на мачте яхты сына Майкла Джимми, а с поднятой крышей этого сделать не получится. Далее по сюжету двигатель автомобиля, в который попадает пуля, отказывает. И главным героям предстоит обратиться в автосервис Los Santos Customs для ремонта. После ремонта управление роботизированной крышей становится возможным. Приобрести данный автомобиль можно на сайте автомагазина Южного Сан-Андреаса по цене 95 тысяч долларов. Поговаривают, что в новой версии GTA Online, которая доступна счастливым обладателям консолей нового поколения, этот автомобиль можно модифицировать в автомастерской ХАА, после чего он станет невероятно быстрым. У Роксанны нет возможности проверить это, а посему она просит счастливых обладателей написать в комментариях, так ли это. Знакомство со следующим автомобилем с роботизированной крышей Юбимахт Xeon Cabrio возможно во время прохождения миссии «Планы архитектора». Архитектор приедет как раз на этом автомобиле. Далее Франклину предстоит проникнуть на стройку, проследить за архитектором, нейтрализовать его в тихом месте и похитить планы, которые лежат в его портфеле.
Далее Франклин может скрыться на своем транспорте, либо экспроприировать Xeon архитектора. Как обычно, в нашем случае все пошло не так. Франклин засмотрелся на Роксанну, которая в этот момент была на перекуре. Рабочие подняли кипиш, ибо Франклина на этой стройке никто не знал, и архитектор пустился на утек. Xeon архитектора пришлось тырить Роксане. Портфель с планами, необходимыми Лестеру, оказался в машине, а Франклину пришлось бегать за порожняком. Но вернемся к автомобилю. Его можно приобрести на сайте автомагазина Южного Сан-Андреаса по цене $65 тысяч. Сюжетная миссия «Неприятности с законом» предлагает нам познакомиться сразу с 3 роборуфами. В ходе данной миссии Дэвин Уэстон, богатейший и самый влиятельный человек Лос-Сантоса, совместно со своим адвокатом и одновременно вице-президентом его компании Молли Шульц в сговоре с кинопродюсером Соломоном Ричардсом решают кинуть страховую компанию, сорвав съемки почти завершенного фильма. Для этого они разыгрывают перед Майклом сцену с изъятием аналоговой копии и размещением ее в офшорах, где ее никто не найдет. Поверив в эту историю, Майкл бросается вслед за Молли Шульц с целью отнять у нее аналоговую мастер-копию фильма, не понимая, что съемка фильма уже завершена на цифровом носителе, а все, что он видел, всего лишь спектакль. Выбегая из киностудии, на парковке он обнаружит 3 автомобиля. Один из них будет с обычной крышей, а 2 других – с роботизированными. Желтый автомобиль – итальянец Гроти Карбонизар. Очень эффектный автомобиль, крыша которого настолько эффектно складывается, что многим захочется сидеть и складывать-раскладывать ее туда-сюда много раз. Другой автомобиль – немецкий кабриолет Benefacta Surana. У этого автомобиля крыша убирается менее эффектно. Майкл имеет возможность воспользоваться любым из стоящих автомобилей, в том числе и тем, на котором он приехал. Далее, следуя к маркеру, Майкл нагоняет Молли, которая едет в дорогом кабриолете красного цвета Innos Cognoscenti Cabrio. К сожалению, в рамках этой миссии поуправлять таким автомобилем у игрока не получится, но можно будет это сделать в другой, о которой будет рассказано чуть позже. Приобрести все 3 автомобиля можно на сайте автомагазина Legendary Motorsport. Гроти Карбонизар обойдется $195 тысяч GTA, Benefacta Surana $110 тысяч. А про Innos Cognoscenti Cabrio вы узнаете чуть позже. Два следующих автомобиля с роботизированными крышами появляются в миссии «Заботливый отец», которая начинается с того, что дочь Майкла Трейси звонит ему и сообщает, что ее преследует маньяк. Первый, автомобиль желтого цвета Винни Иси, принадлежит самой Трейси. Он представляет из себя компактную микролитражку со складной крышей. На ней наши герои разыскивают и преследуют так называемого маньяка. Вторым автомобилем – D-класс Торнадо пурпурного цвета, который представляет из себя классический кабриолет а-ля 60-е, владеет тот самый навязчивый поклонник, которого Майклу впоследствии предстоит проучить. В сюжетной части игры микролитражка, как и кабриолет жены Майкла, частенько появляется во дворе их дома. Ну а второй автомобиль можно отобрать у навязчивого поклонника, поставить в гараж, а затем вернуться и забрать Трейси. И снова, как обычно в нашем случае, что-то пошло не так, ибо пока Майкл нервно курил, переживая о том, что скажет Трейси об ее поклоннике, D-класс Торнадо непонятным образом исчез. Если кто-то знает, как это случилось, напишите в комментарии. В GTA Online оба этих автомобиля можно угнать с улицы или у неигровых персонажей, а можно купить на сайтах автомагазинов.
Компактная микролитражка Винни Иси продается на автосайте Южного Сан-Андреаса за $18 тысяч GTA. D-класс Торнадо можно приобрести на Benny's Original Motorworks за $30 тысяч. Там же его можно превратить в стильный лоурайдер, но об этом поговорим чуть позже. Знакомство с автомобилем с роботизированной крышей Lampadati Felon Cabrio происходит в миссии «Горячее предложение», не относящейся к основному сюжету. В ней горе-риэлтор Джош Бернштейн, которому, собственно, этот Lampadati Felon Cabrio и принадлежит, просит Тревора об услуге – устроить пожар в его доме, который вот-вот конфискует банк, но за который страховая компания должна будет выплатить приличную страховку. Тревор охотно соглашается и отправляется на дело на машине Джоша, а Джош вдогонку просит его быть поосторожнее с его автомобилем, который, кстати, после миссии можно будет присвоить, ибо при следующей встрече Джош попытается сдать Тревора копам, и забрать его автомобиль – это минимальное, что можно сделать для того, чтобы Джошу отомстить за эту подставу. В онлайне данный автомобиль, так же как и в случае с предыдущими двумя, можно экспроприировать у NPC-нов или купить на автосайте Южного Сан-Андреаса за $95 тысяч GTA. Ну а теперь, как и было обещано, возвращаемся к автомобилю Ineos Cognoscenti Cabrio, который нам показали в миссии про Молли Шульц, но так и не дали поуправлять им. А поуправлять им и даже присвоить мы сможем в миссии «Папарацци срыв», которая не относится к основному сюжету. Для этого Франклину будет необходимо преследовать местную знаменитость Поппи Митчелл, которая фигурировала в миссии «Папарацци» Кекс-видео. У нее на фоне того, что ее Кекс-видео утекло в сеть, Поппи изрядно назюзюкалась и в этом состоянии села за руль. Кое-кто из добропорядочных граждан Лос-Сантоса стуканул на нее копом, и теперь Франклину предстоит заснять ее арест. Ну а Роксана попробует под шумок стырить ее автомобиль. Ладно. Автомобиль Роксана не присвоила себе. Она сгоняла его в автосервис, дабы отремонтировать. А потом решила и внести залог за Поппи Митчелл в знак благодарности за то, что предоставила возможность поуправлять ее автомобилем. В онлайне получить этот автомобиль можно двумя способами. Первый – это позвонить мисс Агате Бейкер и через меню автоконсьержа заказать его в свое распоряжение. Второй способ более традиционный – приобрести на автосайте Legendary Motorsport за $185 тысяч GTA. На этом RoboRoof автомобили, вышедшие вместе с релизом игры, заканчиваются. Все последующие RoboRoof автомобили были выпущены уже в рамках различных обновлений GTA Online. Однако за следующие 7 лет их появилось всего 4. Давайте рассмотрим их поближе. D-класс Tornado Custom пришел в игру вместе с обновлением Lowrider и появлением в Лос-Сантосе автомастерской дяди Бенни. Несмотря на внешнее сходство со своим прототипом, D-класс Tornado – это совершенно другой автомобиль, который имеет совершенно другой ID и более расширенные возможности кастомизации. В нем возможна настройка не только внешнего вида и интерьера, но и ходовой части, благодаря которой автомобиль способен подпрыгивать на гидравлике, подобно тому, как это могут делать и реально существующие автомобили лоурайдеры. Анимация складывания крыши у него осталась та же. Но появилась дополнительная анимация для водителя, который теперь имеет вальяжную посадку. Купить этот автомобиль у вас не получится. Для того, чтобы его получить, вам будет необходимо пригнать классический D-класс Tornado в мастерскую к Бенни или приобрести его там же, а уже затем из классического Tornado получить Tornado Custom.
Следующий автомобиль Ineos Winza Cabrio появился в игре вместе с обновлением «Новые приключения бандитов и мошенников». Он представляет из себя двухместное купе премиум-класса с роботизированной крышей, построенное на базе автомобиля Ineos Winza, который сейчас доступен совершенно бесплатно в рамках пакета «Преступная организация». Автомобиль довольно тяжелый и неповоротливый, однако когда это останавливало истинных ценителей автомобилей бизнес-класса. Больше всего он подходит для тех, кто любит пафосно прокатиться с подругой по ночному Лос-Сантосу. В отличие от его прототипа, этот автомобиль получить бесплатно у вас, увы, не получится. Разве что, если вам повезет на колесе фортуны в казино Diamond или в виде еженедельного бонуса. Приобрести же его можно на сайте автомагазина Legendary Motorsport за $900 000 GTA. Уже знакомый нашим постоянным зрителям по видео про Итаща, автомобиль Dinka RT 3000 появился в игре вместе с обновлением тюнера Лос-Сантоса. В отличие от своих предшественников, легким движением руки данный автомобиль позволяет превращать его из автомобиля с роботизированной крышей, как в авто с жесткой крышей, так и в родстер, где крыша отсутствует вообще. Подробно останавливаться на данном автомобиле не имеет смысла, ибо о нем все было уже рассказано в ролике, который вы можете посмотреть по подсказочке в правом верхнем углу. Данный автомобиль можно приобрести на сайте автомагазина Южного Сан-Андреаса за $1 715 000 GTA или, повысив свой уровень репутации в автоклубе, забрать за $1 286 250. Кроме того, его можно заполучить в качестве приза с подиумов казино и автоклуба. Ничего не понимаю. Ну и последний на сегодняшний день автомобиль Fiesta Comet S2 Cabrio появился в игре с обновлением «Контракт». С первого взгляда это тот же Fiesta Comet S2, который появился с обновлением тюнера Лос-Сантоса. Однако не все так просто, но давайте обо всем по порядку. Трудно сказать, почему его релиз состоялся именно в обновлении «Контракт», а не в обновлении тюнера Лос-Сантоса. Скорее всего, таков был контент-план разработчиков. Но не исключено, что это могло быть связано со сложностью разработки моделек автомобилей с роботизированными крышами. Автомобиль достаточно быстр и неплох в гонках. Поговаривают даже, что при разгоне по прямой у некоторых игроков на ПК наблюдается просадка FPS. Но и это еще не все. Сразу же после релиза данного автомобильчика у него наблюдался весьма интересный баг. При сложенной крыше автомобиль получал настолько низкий центр тяжести, что всякий раз, когда на нем совершался прыжок, автомобиль норовил приземлиться на колеса, отчего он получил прозвище «Неваляшка». В данный момент этот баг уже пофиксили, но тем не менее данный автомобильчик иногда все же приземляется на колеса даже в самых безнадежных ситуациях. Ну и учитывая все уже сказанное об этом автомобильчике, Роксану понесло, и впервые за все это видео она вдруг заморочилась сравнить кабрио и не кабрио версии в драгстерской гонке. Откровенно говоря, результат удивил.
С опущенной крышей на старте Comet S2 Cabrio заметно вырывался вперед, однако Comet S2 с жесткой крышей вскоре его настигал. Затем Роксана подняла крышу, чтобы улучшить аэродинамические показатели, если они, конечно, учитывались, но результат был неожиданным. С поднятой крышей Comet S2 Cabrio не смог вырваться вперед. Ну а потом появился и ответ на вопрос, почему Comet S2 Cabrio и Comet S2 были разнесены в разные обновы. Comet S2 Cabrio был просто спорткаром, а Comet S2 – спорткаром версии Tuners, которая выделилась в отдельную группу благодаря способности к управлению клиренсом. Таким образом, заниженный Comet S2 с жесткой крышей уже со старта уходил вперед с солидным отрывом. Конечно же, знающие люди сейчас скажут, что Роксана, сравнивая серийный кабриолет и гоночный корч, по сути сравнивает хер с бейсбольной битой, а посему завязываем со всей этой бесполезной болтовней и переходим к самому главному. Где можно этот автомобиль взять и сколько он стоит? Продается этот автомобильчик на сайте автомагазина Legendary Motorsport за $1 797 000 GTA. Вот такая вот коллекция собралась в Роксаниных гаражах. Если GTA Online продолжит свое развитие и в ней появятся еще роборуфы, рассмотрим их отдельно, ну а пока все. Спасибо за просмотр.